try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей, и с вами Ксюша. Вот наконец-то и наступила наша долгожданная встреча. Сегодня обзор будет не очень долгим, для меня он будет тренировочным. И сегодня начнем нашу встречу с обзора орхидеи, которая просится в кадр. На сегодняшний день это самая пышно цветущая в этом сезоне орхидея. Это мультифлора, и сорт называется Safe Heaven. Название я еще прикреплю. Мультифлора с невероятно пышным цветением. Эту орхидею я увидела на просторах интернета у одной девочки. Она у нее также очень пышно цвела, и она как раз меня взяла вот этой особенностью пышно и вот так вот зрелищно цвести. Потому что, цветочки, скажем так, не сильно отличаются какой-то особенной, красотой, но за счет того, что вот такое вот красивущее пышное цветение, это завораживает взгляд и наше с вами воображение. Сорт очень похож на Red Lips, но цветочек гораздо мельче. Цветочек порядка 4 сантиметров. И в этом цветении она запустила 10 цветоносов, 2 новых и кучу там цветоносов со старых почек, и также новые 2 цветоноса она разветвила. Поэтому их в общей сложности, мне, конечно, сложно продемонстрировать их количество, но здесь их 10. Причем все бутоны она раскрыла, ничего не засушила. Потрясающий сорт. Это новинка, кстати, в моей коллекции, потому что я покупала ее год назад. И вот ее первое домашнее цветение. Когда она замахнулась на такое количество цветоносов и то количество бутонов, которые я видела, что она набирает, были у меня некие опасения, что она не вытянет все цветение, что-то засушит. Но, как оказалось, она, видите, какая молодец. Вот такие водопады красивущих маленьких цветочков. Цветок, как я уже сказала, небольшой. Взяла рулетку, чтобы вам прям наглядно показать размер цветочка, и он все же достигает практически 5 сантиметров. Это максимальный размер цветка, и они все, кстати, одинакового размера, не так как у стандартных фаленопсисов, там первые могут быть покрупнее, а к концу цветоноса мельче и мельче. Здесь у этой орхидеи все цветочки одинакового размера. Давайте еще поближе посмотрим на сам цветок. У него белоснежное полотно, беленькое, и фиолетово-малиновый окрас губы. За губой на нижних сепалиях очень милые нежные крапушки, и сепалии немножко имеют такой сплэш малиновый. Это придает очарование этим цветочкам. Розетка у этого, я не сказала, что это мультифлора, или сказала, не помню, но это мультифлора. И как все мультифлоры, если у нее хорошее крепкое здоровье, она цветет довольно пышно. Розетка у этого сорта, не могу сказать, что маленькая, я бы отнесла ее к средней величине.
Вот. Ну, вот такая милашка. Кстати, сейчас она мелькает в завозах голландских орхидей, так что обратите на нее внимание. Переходим к следующей орхидее, многим известной в моей коллекции. Многие ее любят, но также все равно многие, как я поняла, ее еще не знают, потому что часто все же спрашивают у меня, когда я выставляю в Инстаграм, что же за красавица белая с оранжевой губой. И это Дарвин. Это раритет уже, это такая редкий сорт орхидеи на сегодня. Пока садовники, может, и выращивают, но на это надо время, но не в сборах, не в голландских завозах, нигде пока не встретишь эту орхидею. И имеется она только на полках частных коллекций. И если уж кто-то продает, то это сейчас и недешево получается купить, и так и не часто ее все-таки продают. Вот такая красавица. У нее здесь вы сейчас видите 2 цветоноса, но у меня здесь 2 орхидеи, 2 Дарвина. И у одной 1 цветонос в этом цветении, вот один основной, но у нее и старых цветоносов не было. Я убирала все цветоносы, восстанавливала ее здоровье, потому что сбросила она у меня все корни, ну все не все, но потеряла корневую систему. И не знаю, наверное, может, кто-то обратил внимание, даже в обзорах она у меня не участвовала последних прошлого года, потому что она у меня и не цвела. Я ее восстанавливала. А вот этого Дарвина я купила маленьким экземпляром, тоже достаточно слабым по здоровью, но я все же купила и тоже ее восстанавливала. У нее сейчас тоже не очень-то много корней в горшочке, даже есть вот плохие, но я не тормошу, не вынимаю. Дала ей все же процвести. Были у меня сомнения, стоит ли ей давать цвести, потому что цветение очень часто забирает последние силы. Если орхидея слабая, то цветение может забрать ресурс орхидеи, и в конце цветения очень часто орхидея вообще погибает. Ну как, ее сложно, скажем, вытащить потом. Я решила все же дать ей процвести. Вы видите, что розетка небольшая, у нее всего 4 листика, у нее и немного корней, да. Я решила дать ей процвести и посмотреть по ситуации. Если я увижу какие-то изменения в состоянии орхидеи, то буду действовать по ситуации. Но вот вы видите, что она у меня, конечно, не так уж обильно, это естественно, в этом сезоне зацвела, всего 5 цветочков, но с приходом, с увеличением светового дня она у меня пробудила, видите, краешек и собирается доращивать цветонос. Световой день увеличился, и у меня многие орхидеи доращивают сейчас свои цветоносы и даже пробудили рост новых листочков и раскуклили корешки. Не все, но на некоторых орхидейках я это заметила. Этот сорт имеет не очень большой размер цветочка. Давайте с вами померяем. Но в этом цветении, я скажу, она продемонстрировала не весь свой потенциал, всего лишь 7 сантиметров, потому что после восстановления, видите, небольшой цветок 7 сантиметров, вообще он достигает 8-8,5 сантиметров по сорту. Ну, если померяем, может быть,
первый цветочек, сейчас посмотрим. Нет, все равно 7 сантиметров. Но я на самом деле сама тоже это заметила, когда они распустились, цветоносы, я поняла, что цветочек не добрал по размеру. Вот. А у нее тоже очень белое полотно, как и, собственно, ну, наверное, у мультифлоры более белее полотно на листочках. У Дарвина чуть-чуть пожелтее. И вот это контрастное, очень яркое, сочное, как яичница, напоминает цветок яичницу. В серединке вот такая губа, да, дает ей особенную прелесть. Вот такая милая орхидея, многими любимая, и мной тоже. И дай бог, чтобы садовник по запросу людей, которые возят орхидеи, все же начал выращивать этот сорт. Сейчас мы с вами переместимся на полку ниже. Покажу вам биглип новый в моей коллекции. Хочу в этом обзоре вам его показать, потому что у меня с ним в этом цветении какая-то странная ситуация. Не пойму, с чем связанная. До сих пор я не разобралась. Он у меня сушит цветы. Бутоны все сформировал, все раскрыл, но начали сохнуть цветы. Я вот их даже не убирала для того, чтобы вам показать. И причину я пока не нашла. Цветение, которое она тоже запустила, это просто что-то невероятное, потому что это два шикарных, мощных цветоноса. Вы посмотрите только на цветоносы, на толщину этих цветоносов. Это просто какие-то ветки очень мощные. Вот, она их разветвила. Один, правда, разветвила. Вот здесь был еще бутон, но я его снесла по неаккуратности. И было шикарное предъявлено мне цветение. Но в итоге я радовалась ему, конечно. Это у меня тоже новая коллекция, новая орхидея в коллекции. Куплена она была прошлой зимой. Летом она не цвела. И вот запустила в зимнем цветении шикарнючих два цветоноса, но почему-то сушит цветы. В этом вопросе еще буду разбираться. Но есть у меня подозрение, что у меня стоит вот здесь, видите, увлажнитель воздуха. Сейчас я его выключила, потому что он шумит, когда работает, чтобы нам не мешали лишние шумы. Я его отключила. И он у меня был повернут как раз в направлении, вот он был немножко по диагонали развернут и по направлению к моему стеллажу дул. И я так подозреваю, я сейчас его развернула максимально, вот развернула от стеллажа, потому что когда он дует, он у меня стоит на турборежиме, на максимальной мощности подачи влаги. Вот, и достаточно активно он вентилирует здесь, и я так подозреваю, возможно, на нее попадал этот поток воздуха, и цветочки, скажем, стрессанули от этой ситуации. Но это мои пока подозрения. Я сейчас его отвернула, буду наблюдать дальше, но так отреагировал только он. Все остальные, хотя вот, да, вот рядом стоят тоже цветы, все остальные держат цветы, никто не сушит, а она вот сушит. Грешить на то, что я ее не доливала, то есть можно было бы грешить, но она у меня всегда в хорошем состоянии влаги корней, потому что я четко знаю особенность орхидеи на бутонах, а также
при массивном цветении, если не доливать орхидею, устраивать просушки, то цветение может вянуть раньше времени. Ну вот такая проблема, да. Сейчас давайте цветы, как я сказала, я не убирала осознанно для того, чтобы вам показать эту ситуацию. Вот. Но давайте рассмотрим теперь наконец-то этот сорт. Один цветонос пока у меня держится красивым, поэтому давайте его рассмотрим. Это фуксиевый биглип однотонного цвета. Название сорта не пробито, название я не знаю. Имеет достаточно большой размер цветочка. Сейчас мы с вами померяем. 9 сантиметров. 9 сантиметров. Однотонного цвета и с небольшими крапушками там на таких боковых нижних сепалиях. Но в целом они не видны. Цвет очень яркий, очень насыщенный. И розетка, конечно, сейчас я вам подступлюсь, покажу эту розетку. Невероятная, огромная. Ей надо буквально пол полки или пол вашего подоконника. Размах листьев невероятный. Порядка 40 сантиметров, я думаю, можно померить. Мы сейчас с вами померяем. Вот смотрите, какой размах листьев. Даже 50. Сейчас я буду смотреть, чтобы в кадр поместилось. Вот начало рулетки, да, и вот конец рулетки, то есть это 50 сантиметров. Вот такая большая розетка. Корневая система у нее такая же огромная, но она у меня еще не пересажена. Сидит в родном горшочке, в котором она и приезжала. Раз мне удалось ее достать, сейчас вам покажу. Видите даже, да, состояние корней, то есть они у меня хорошо напившиеся. Вот такая розетка, но при этом есть вот такая проблема, которая у меня на изучение. Видите, какой яркий, сочный, красивый биглип. Подобные ему сейчас тоже есть в завозах. Встречаются малиновые вот такие фуксиевые орхидеи. Следите просто за поставками голландских орхидей. Ее можно купить. У меня, если честно, есть желание купить вторую орхидею такую. Я уже на канале не раз говорила, что когда мне очень нравится какой-то сорт, я стараюсь его дублировать. Очень красивая. В этом обзоре мне прям очень хочется вам показать еще мою новинку в коллекции. Она еще не вся раскрылась, но ничего, давайте полюбуемся. Это тоже биглип невероятной нежности. Тоже сорт не пробит. Покупала я ее год назад. Не помню, говорила я вам в обзорах или нет, что очень большой процент моей коллекции позапрошлым летом погиб от вируса, и прошлой зимой какую-то часть времени я, в общем, восстанавливала свою коллекцию новыми сортами. Пришлось мне купить много орхидей. Вот, собирала тоже красавиц постепенно. И вот это зимнее цветение мне сейчас показало уже первые свои мордашки в домашнем цветении. У меня здесь как раз, вот знаете, стоит эта группка нежных красавиц. Это и Queen Kiss, да. Я очень люблю, во-первых, ставить цветы по их
цветовой гамме плюс-минус похожей. Вот здесь вот этот биглип, о котором речь, и рядом два вида Филадельфии, но о них мы поговорим немножко позже. А сегодня рассмотрим вот эту нежность. Сорт, знаете, такой многообещающий, скажем, то есть он способен разветвлять цветоносы. Она у меня разветвила на одну только веточку, новый цветонос. Вот, но я вижу, что она пыталась пробудить еще одну почку, но, видимо, решила, что не сможет все цветение вытянуть, и вот только на одну веточку. Розеточка, значит, у нее не маленькая. Посмотрите, сколько пар листьев. Она пока у меня была с зимы до этой зимы, да, в период весенне-летней вегетации нарастила новых пар листьев, не знаю сколько, но точно хорошо подросла. Тоже горшок забила корнями. Она еще сидит в своем родном техническом горшке. С весны точно надо уже пересаживать. Розетка средних размеров, много места не требует и растет, видите, такой какой-то елочкой. Цветонос в этом цветении один, и цветочек у нее 8 сантиметров. Я мерила, но могу вам показать. Цветок 8 сантиметров. Ну, может, 8,5, если так развернуть его. Но здесь особую изюминку, нежность дает этому сорту губа. Она по бокам как будто рюшистая, как будто даже немножко рваная. И имеет вот такой, видите, нежный оттенок и нежный краб, который немного похож на краб у Филадельфии. У нее еще слегка заметный краб на боковых петалиях, розовенькие такие крапушки, как веснушки на щечках. Я думаю, что в этом цветении она показала еще не всю свою мощь и всю свою возможность. Есть у меня ощущение, что это она более пышно может цвести. Надеюсь, что мы еще с вами увидим ее более массивное цветение. И когда она еще полностью распустится, я вам ее обязательно покажу. Такая красавица. Давайте же на сегодня посмотрим последнюю мою орхидейку. Она, конечно, еще не полностью распустилась, но давайте полюбуемся ее нежной тоже красотой. Этот сорт называется Queen Kiss. Это тоже биглип. У меня, кстати, сейчас в коллекции много биглипов. Люблю я этот вид фаленопсиса. В свое время, в начале, когда они стали массово завозиться, я не понимала визуальной вот этой красоты, губы этой какой-то, мне она казалась уродливой от тех стандартных наших фаленопсисов. Но со временем, конечно, я оценила красоту этого сорта. И у меня сейчас очень много орхидей этого вида. Вот, Queen Kiss очень нежного окраса. У нее очень
интересный краб от крупного до очень-очень мелкого по всему полотну лепесточков. Тоже губа, видите, такая рюшистая. И краб тоже разного размера. Цветочек довольно крупный. Давайте померяем с вами. Цветок, значит, 8 сантиметров, но я знаю, что он может достигать 9. Цвел он у меня и в размере 9. Сейчас она только раскрывается, поэтому, возможно, она еще дотянет, дорастит свой цветочек. Так часто бывает, что орхидейка распускается, потом только набирает размер. Цветок достаточно обильно цветущий. У меня, правда, в этом цветении она цветет тоже с одного цветоноса, который новый. Старые все я поотрезала. Эта орхидея у меня давно в коллекции, и я ее тоже восстанавливала. Была потеря корневой системы, и вот после тоже длительного восстановления у нее всего лишь 5 листиков. Видите, розетка у нее не крупная, не занимает много места на полке, розетка средних размеров, но тоже после восстановления это ее первое цветение. И вот такое количество цветочков, сейчас скажу 6 цветков. Но за счет того, что все же цветочек крупный, цветение смотрится зрелищно. Этим и хороши крупноцветковые сорта, потому что даже 6 цветочков дает зрелищное цветение. Но вообще я вам скажу из опыта, это сорт может цвести хорошими массивными каскадами. Она, кстати, тоже сейчас периодически мелькает. Есть сорта, которые пропадают на какое-то время. Вот сейчас Queen Kiss тоже периодически вижу в поставках голландских орхидей. Красивая, нежная. Ну, кто любит, скажем, вот такие нежные, нежную цветовую гамму у себя на подоконниках, обратите на нее внимание, потому что у каждого же, конечно же, свои вкусы, предпочтения. Вот. Но для любителей нежнятинки я ее очень рекомендую. Ну что ж, друзья, сегодняшний тренировочный для меня ролик подошел к концу. Мне надо было немножко почувствовать опять съемочный день, себя в этом амплуа, потому что давно я не снимала, и опять надо привыкнуть. Я надеюсь, что вам было очень интересно. Я рада, что мы вновь с вами будем встречаться. Поэтому, милые мои девочки, буду с вами прощаться. Как всегда, жду вас в комментариях. Мне очень важна ваша обратная связь. Важна она мне для нашего с вами энергообмена, чтобы мне понятно было, что я делаю, как это откликается вам. Поэтому жду вас, милые мои, в комментариях. И до новых встреч на моем канале.
try to fly.